Итак, друзья, всем привет! Сегодняшняя тема у нас это отложенный старт Android магнитолы. Но тут будет разбираться конкретная модель Android магнитолы. Это вот с такой вот менюшкой. Версия на процессоре 8227L бюджетная, вот с такой вот маркировкой JAK 10003. Я снимаю такие видео про настройки и так далее, в основном по тем вопросам, которые задают больше всего. То есть, если были вопросы про логотипы для них, я снял вопрос про логотипы. Теперь вот возник вопрос про отложенный старт, то есть не у всех он работает. Еще это называется спящий режим, давайте так его будем называть спящим режимом. Спящий режим — это когда вы, допустим, ехали, у вас было положение on у ключа, магнитола работала, потом вы, значит, выключаете его, а потом, когда приходите, включаете, магнитола загружается сразу, то есть без загрузочной анимации. Это происходит почему? Потому что у магнитолы есть два провода питания, желтый и красный, они находятся вот в этом штекере, у всех абсолютно магнитол. Один провод желтый, на нем должен быть постоянный плюс, а вот красный провод, он должен идти от ключа. То есть, когда вы ключ выключаете, на красный провод перестает подаваться питание, и магнитола должна отключаться и уходить в спящий режим. Это позволяет сохранить, значит, настройки времени и дополнительно позволяет избежать повторной загрузки. То есть, по умолчанию, в основном в таких магнитолах, вот именно вот этой модели, спящий режим выключен. И получается, то есть вы когда выключаете магнитолу, на желтом проводе остается питание, то есть время сохраняется. Магнитола просто выключается, как будто вы телефон выключили. И она использует напряжение аккумулятора только для того, чтобы не потерять время, не потерять основные настройки, чтобы вы не загружали ее каждый раз по-новому. Если же активирован спящий режим, когда с помощью вот этого красного провода управляется, то у вас получается дисплей притухает, магнитола уходит в сон, все полностью выключается и используется только небольшая часть оперативной памяти, чтобы поддерживать те приложения, которые были включены ранее. А когда вы поворачиваете ключ, она должна включиться сразу. Давайте сейчас вот продемонстрируем на этой магнитоле. Вот здесь сейчас отключу провод, который идет у нас к питанию красного. Магнитола выключилась, и получается у нас сейчас как будто бы ключ выключен. А когда вы приходите, вот я сейчас подаю снова питание на красный провод. И когда вы приходите, она у вас начинает загружаться заново. Вот в таком вот режиме. Итак, настройки спящего режима у нас находятся здесь. Вот задержка выключения. Значит, смотрите, тут, во-первых, перевод некорректный. У нас тут идет 1 день, 2 дня, 3 дня. Перевели некорректно, тут 1 час, 2 часа, 3 часа. У некоторых еще включается, что тут написано 1 день, 2 часа, 3 часа. Это все дни. То есть это показывает время, через которое магнитола у вас будет загружаться. То есть вы, допустим, если выберете вот этот 1 день, выключили ключ, и в течение 24 часов, когда вы придете, ключ снова повернете, магнитола быстро включится. Если пройдет больше суток, то магнитола будет загружаться заново, вот как она сейчас загружалась. И тут, соответственно, 2 дня и 3 дня. Самое максимальное это 3 дня. Сейчас мы будем эту магнитолу прошивать. Подключим к ней флешку с прошивкой и прошьем. Тут нам важно изменить конфигурацию МЦУ. Включаем нашу флешку с прошивкой. И подтверждаем обновление. Дальше у нас проходит стандартный процесс прошивки. Ну и после прошивки уже с вами проверим спящий режим, как он будет работать. Так, вот видим, у нас процесс завершился. Значит, пытаемся нажать кнопку, она не нажимается, потому что конфигурация от другого дисплея. Свайпы причем работают, а вот дисплей нет. Это говорит о том, что прошивка была под другим дисплеем. Скорее всего, под квадратным, под Теслу. Сейчас подключим мышь, исправим эту ситуацию.
Подключаем мышь, вот у нас курсор, заходим в настройки, заводские настройки, вводим пароль и делаем Touch Calibration. 2 раза кликаем и дальше вот так. Раз. Готово. Теперь у нас дисплей заработал. Теперь обучим кнопки. Значит, пишем очистить, старт, power, так, home, так, back, так, плюс, так, volume, минус, так. Делаем end. Теперь кнопки у нас работают тоже. Так, заходим в настройки. Вот у нас sleep. Ну, давайте, допустим, поставим 1 день. Пробуем отключить сейчас питание скоростного провода. Вот отключили. Если мы его быстро вернем, она быстро просыпается. То есть краткосрочное отключение, оно что так будет работать. Если же вы отключите ее на более долгое время, то есть примерно 20-30 секунд нужно магнитоле, чтобы полностью уснуть. Вот она сейчас полностью уснула. Если мы ее включим, вот я сейчас подцепил проводок, и она загружается с того места, где мы остановились. Итак, почему может не работать спящий режим? Первое. Бывает, в некоторых магнитолах путают распиновку желтый и красный провод. Попробуйте их поменять местами. Некоторым пользователям это помогало. Далее, напряжение. Если на вашем аккумуляторе недостаточно напряжения, то магнитоле может просто не хватить тока, и она будет загружаться каждый раз заново. И еще бывает третья причина, то есть когда вы заводите автомобиль, напряжение что на желтом проводе, что на красном падает, и у вас происходит краткосрочное отключение, и после этого магнитола загружается заново. Четвертая причина, по которой может не включиться магнитола, то есть производитель просто выключил эту функцию, то есть ее в принципе как бы нету ни в прошивке, ни физически она не выполнена. То есть и такое тоже может быть. И также бывают случаи, которые приходят от пользователей, что вот у них в спящем режиме магнитола потребляет много тока. Тут что хочу сказать. Во-первых, на каком этапе она потребляет, то есть в течение 30 секунд, в течение там 60 секунд, пока она выключается. Если у вас магнитола плохого качества, она будет долго погружаться в сон. Подождите минуту, допустим, если она у вас все еще потребляет много тока, то тут проблема, думаю, в самой магнитоле. На такой магнитоле лучше вообще не ставить спящий режим. В целом, больше причин никаких не может быть. То есть, если магнитола исправна, если в ней все эти функции есть, она будет уходить в спящий режим. Если с напряжением все в порядке, она будет уходить в спящий режим и возвращаться снова с того места, где вы остановились. Если же у вас какого-то из этих условий не соблюдено, то, соответственно, спящего режима у вас не будет. Тут много гадать не стоит. Ну, на этом, в принципе, все. Сейчас эта магнитола будет настроена, переведена на русский, тут будет установлен навигатор, в общем, все как обычно. Прошивку я оставлю под видео. Также дополнительно оставлю прошивку меньшего размера, просто с конфигурацией. Та прошивка на турецком языке. То есть там надо будет вывести настройки с турецкого языка. Но зато в той прошивке она делается быстрее, и там только конфигурация. Единственное, что там по умолчанию потом, после обновления, будет установлен турецкий язык. Ну и возможно, что придется, вот как я и делал, откалибровать эту магнитолу. То есть пользуйтесь либо той прошивкой, либо этой, если первая прошивка не работает. Ну и пытайтесь поменять местами провода, красный желтым. Больше тут как бы вариантов быть не может. Кому был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь.